Всем привет, друзья! Уже заканчивается вторая неделя января, а я все никак не могу выйти из праздников. Хотелось сделать новый выпуск от худшего к лучшему еще в декабре, но я был занят другими видосами, а также стримами. Не забывай подписываться на мой Twitch, ссылочка будет в описании. Также после Нового года претерпел изменения мой Discord, теперь там действительно весело. Появилась система гильдий и экономики, так что тоже заглядывай, ссылочка будет в описании. Ну и давайте не будем затягивать, потому что сегодня нам предстоит разобрать очень много тайтлов. В конце 2020-го вышла последняя на данный момент часть Call of Duty под названием «Холодная война». Других частей в ближайшее время не намечается, так что это отличное время разобраться, какая же из всех частей Call of Duty самая популярная. И популярная не по моему мнению, а по нашей формуле, где я беру 3 критиканские оценки по 3 платформам с сайта Metacritic, усредняю их, к полученному числу прибавляю 3 оценки пользователей также по 3 платформам и усредняю все это еще раз. Я не буду в данном ролике много останавливаться на сюжете каждой части, иначе это затянется на добрый час, а лучше вкратце расскажу что да как, а заодно расскажу какой-нибудь интересный факт про данную вселенную. Так что заваривайте чаек, берите бутеры и поехали! Первая Call of Duty вышла в далеком 2003, а на консоли добралась только в конце 2009. В игре были 3 компании за Советский Союз, Британию и США. Нам довелось повоевать и в Нормандии, и в Сталинграде, а также в различных диверсионных операциях. А еще, знали ли вы или нет, но вот этого сержанта Уотерса озвучивал никто иной, как главный вдохновитель всех пацанских пабликов Джейсон Стэтхэм. В то время, наверное, никто и не думал, что серия продержится почти 20 лет и даже до сих пор не думает останавливаться. Однако после первых отзывов этот путь был предрешен. 91, 72 и 78 по 3 платформам от критиков, 84, 78 и 75 от пользователей. В итоге получаем 79 баллов. Вторая часть выходит через 2 года и по сути повторяла сценарий первой части. Мы также играли за бойцов Союза, Британии и США, а главной отличительной особенностью от первой части стало отсутствие шкалы здоровья. Теперь при ранении экран краснел, а аптечки и вовсе были убраны из игры, и вместо этого герой восстанавливался сам. Интересный факт: начало миссии «Битва за Пойнт-Дю-Хок» полностью списано с фильма Стивена Спилберга «Спасти рядового Райана». В этот раз оценки были не ниже оригинала: 86 и 89 баллов от критиков, 85 и 82 балла от игроков. В итоге получаем 84 балла. 2007. Начало великой истории, которая принесла нам множество эмоций, как положительных, так и отрицательных, в контексте драмы. Call of Duty 4 Modern Warfare от Второй мировой переносит нас в современность и показывает нам начало Третьей. А на фоне военных конфликтов на Ближнем Востоке этот сценарий казался еще более впечатлительным. Рассказывать о сюжете не вижу смысла, ведь если вы со слезой не вспоминаете погибших героев всей трилогии, то что вы вообще тут делаете? Выключайте этот ролик и бегите играть в Modern Warfare. Парочка фактов. В 2011 году книга рекордов Гиннесса включила Мактавиша и Капитана Прайса на 12 и 17 места в списке 50 лучших персонажей компьютерных игр. А если после прохождения вы досмотрите титры до конца, то можно услышать рэп в исполнении сержанта Грикса. Ну а что по оценкам? Тут все проголосовали почти единогласно. 92 и 94 от критиков и твердые 85 от всех игроков. В итоге получаем 87. После грядущей Третьей мировой игра снова бросает нас в середину 20-го столетия. На этот раз мы будем играть только за советов и американцев. Зато в игре есть очень свежие на тот момент сражения с японцами. Ну и конечно же появляется зомби-режим, который станет визитной карточкой всей серии. И на этот раз еще один легендарный актер выступил в озвучке. Сержанта Резнева в оригинале озвучивает никто иной, как Гарри Олдман. Оценки перед вами, а как итог 78 баллов. Ну, про вторую часть современной войны вы тоже все знаете. Миссия «Ни слова по-русски» создала огромный хайп. Но они еще не знали, они тогда не знали, что будет в 2019-м. Сюжет продолжал события первой части трилогии, и после смерти Имрана Захаева под гнетом террористических группировок Владимира Макарова Россия осуществляет крупномасштабный захват всего земного шара, а противостоять злым русским будет элитный отряд ОТГ-141, возглавляемым генералом «Ублюдок, подонок, тварь, как же тебя все ненавидят!» Шепардом.
Факт об игре. Call of Duty Modern Warfare 2 была для Ханса Циммера первой игрой, для которой он написал музыку. Оценки у игры... Ну, вы сами сейчас все узнаете. Если на консолях цифры еще можно назвать приемлемыми, то игроки на ПК просто обрушили игру на самое дно. Большинство ругает игру за отвратительный мультиплеер, ну и конечно же за ту самую миссию ни слова по-русски. И знаете, я никогда не был фанатом мультиплеера колды, и только в прошлом году начал изучать это дело и играть в Warzone. Но играя еще в школе в сюжетку, меня не особо смутила та самая миссия, я не вырос моральным уродом или террористом, я просто относился к этому как-то спокойно, ведь это всего лишь игра. Однако другие, видимо, так не думали. Итоговая оценка 66 баллов. Новая трилогия в серии, которая на этот раз переносит нас во вторую половину 20 века, во времена Холодной войны. Да, последняя часть Cold War будет рассказывать как раз о событиях между первым и вторым Black Ops'ами, но о ней потом. Наверное, самой знаменитой пасхалкой в серии является главное меню Black Ops'а. Вам нужно много раз нажать на пробел, и тогда Мейсон освободится от ремней и встанет с кресла, после чего вы вольны передвигаться, да и вообще делать все, что вам угодно. Сзади же находится компьютер, откуда можно узнать о сюжете игры и характеры некоторых персонажей. Кроме того, набрав в главном меню команду DOA, можно сыграть в секретную двухмерную стрелялку по мотивам игры. Оценки перед вами, а как итог 68,5 баллов. В 2011 закончилась трилогия про Третью мировую войну. Ну как закончилась? До 2019 все думали именно так. И сразу небольшой спойлер. Как вы думаете, на каком месте снизу будет стоять эта часть серии? А я сам не знаю, я только пишу сценарий для этого ролика. Так что нажми на паузу, да напиши в комментариях свое мнение. Чего у меня спрашивать? Интересный факт. В конце миссии «Не прислоняться» двух офицеров САС зовут Бартлетт и Макдональд. Это отсылка к двум центральным персонажам фильма 1963 года «Великий побег». На этот раз игроки еще больше начали хейтить мультиплеер и ругать студию за вторичность, плохой звук, графику, да и вообще кидаться помидорами с утроенной силой. На консолях оценки опустились до 35 и 33 баллов, на ПК же аж до 29. Наверное, это был удачный год для продавцов стульев. Итоговая оценка же 45 баллов. Я думаю, после такого хейта окончания современной войны разработчики были только рады оставить эту трилогию в прошлом и заключить все внимание на Black Ops'е, чтобы не разочаровывать фанатов. Получилось ли у них? Сейчас будем разбираться. Сюжет на этот раз скакал от Холодной войны до далекого будущего в 2025 году, которое даже сейчас пока не наступило, хотя кто знает, когда вы смотрите этот ролик. Игроки же вновь взялись за палки и камни. Из раза в раз, если почитать отзывы, они пишут о том, что разработчикам плевать, они не хотят отдавать 60 баксов за игру, которая представляет из себя прошлую часть, и мультиплеер опять фигня, и вообще хватит уже доить франшизу, Бобби Котик, остановись! Оценки, конечно, не такие печальные, как у Modern Warfare 3, но это уже вторая игра подряд, которая получает меньше 80 от критиков на ПК. Мне кажется, в этот момент надо было задуматься. Итоговая оценка почти 59 баллов. Ох, сколько было ажиотажа вокруг этой части у нас с друзьями в детстве. Мы думали, что это будет полноценная история того самого Гоуста из серии Modern Warfare, и что в конце концов нам покажет, что он выжил, и все будет хорошо. Но этого не случилось. Зато тут есть собаки. В смысле собаки не спасли игру? В смысле хуже третьей части Modern Warfare? Дай-ка посмотреть. Ах... Интересный факт, это первая игра во франшизе, в которой победил злодей. А еще она продалась хуже всех остальных частей. Да, вот так вот. Call of Duty Ghost выходила сразу на два поколения консолей, на старое и на новое. В смысле на старое и очень старое. В общем, вы поняли. Может быть, большее количество оценок спасет игру? Давайте посмотрим. Общий балл критиков по всем 5 платформам составляет 73,5. От оценки меньше 80 в этот раз не спасают даже консоли. Общий же балл вместе с игроками составляет 46,92. Ладно, сделаем поблажку, 47 баллов. И это выше, чем у Modern Warfare 3. Но если смотреть на всю картину в целом, то результат, конечно, совсем удручающий.
Данная часть серии Call of Duty рассказывает нам про еще более далекое будущее. 2054 год, Вторая Корейская война, и, наверное, большинству игроков или даже людям, которые так и не поиграли, игра запомнилась в первую очередь бесподобным Кевином Спейси. И его ли это заслуга или нет, но оценки начали расти вверх, потихоньку. Ну а кто говорил, что будет легко? Интересный факт, в мультиплеере вы можете вызвать на карту орбитальный удар красным лучом под названием Вулкан. И это отсылка, конечно же, к Стартреку, где планету вулканцев уничтожили подобным оружием. Так что же, разработчики исправились на этот раз? Давайте поглядим. 78, 81, 83 от критиков, 47, 55 и 57 от игроков. Уже лучше, но все равно не дотягивает до величия первых частей. Как итог, 60 баллов. И снова Black Ops, и снова далекое будущее, и снова игрокам что-то не нравится. Разработчики уже вовсю осваивают космос, и события третьей части разворачиваются аж спустя 40 лет после событий второй. При этом Black Ops 3 не является прямым продолжением второй части, ограничиваясь лишь общей идеей и сеттингом. И раз у нас далекое будущее, то и факты должны быть о будущем. Это первая Call of Duty, где главный злодей не человек, а искусственный интеллект. Перед вами оценки, а как итог 51 балл. Call of Duty Infinite Warfare впервые переносит нас не просто в будущее, но и за пределы нашей планеты. Раньше была Земля и террористы, теперь космос и космические террористы. Да, зазум его еще сильнее, не все же поняли, что в игре был всеми любимый Кит Харрингтон из Игры Престолов. Интересный факт, имя злодея Филиона может отсылать к Натану Филиону, который снимался в сериале «Светлячок», где действия также разворачивались в космосе. Оценки схожи с предыдущей частью, а как итог почти 48 баллов. То у нас 22-е столетие, то нас бросают опять в пучину Второй мировой. На самом деле это даже хорошо. Игроки изрядно подустали от всех этих звездных войн, и я думаю, большинство из них были рады вернуться на поля сражений 20 века. Однако в этот раз даже русскую кампанию не завезли, и играть нам предстояло с 44 по 45 год исключительно за армию США. На этот раз оценки были получше, по крайней мере у критиков. Хвалили и кампанию, предсказуемую, но мощную, и мультиплеер, и страшных зомби. Но что хвалят критики, как обычно ругают игроки. Хотя это, наверное, уже вошло в моду, ругать каждую игру серии за те или иные недостатки. Все-таки сложно держать качество, когда ты выпускаешь каждый год одну и ту же игру франшизы. Оценки на экране, а как итог 51 балл. Не, ну тут даже сказать нечего. Разрабы настолько обленились, что перестали придумывать сюжеты для своих игр. Они просто выпускают мультиплеер и называют это Black Ops 4. Впрочем, не мне судить, я-то не играл. А вот оценки тех, кто играл, врать не будут. Итог 49 баллов. Ну вот мы и добрались до самого сладкого. Новое яблоко раздора от Activision. Весь мир замирал в ожидании продолжения, перезапуска, предыстории. Что бы там ни вышло, игрокам бы понравилось все. Ведь с нами Прайс и Николай, и все остальные знакомые персонажи. К сожалению, игроков ждало немного не то, чего они ожидали. Сразу же выскажу свое мнение. Мне игра понравилась. Я не буду судить разработчиков за то, что они присуждали события на дороге смерти русским, за все злодеяния, которые творили русские солдаты с мирными жителями. Потому что я знаю, что моя страна этого не делала. Ну а если это показали в игре, то пусть показывают. Мало ли что показывают в фильмах или других играх. Техническая составляющая игры была на высоте. Сама же сюжетная история показалась мне немного скомканной и короткой, но все же хорошей. Однако мое мнение не пошатнуло тот мировой резонанс, который произошел на выходе. Да что уж там, даже западные игроки были согласны, что это уже совсем перебор, и защищали нас в отзывах и комментариях. 81 и 80 баллов от критиков, 25, 34 и 37 от игроков. Итог 44 балла. Фух, мы это сделали. Последняя часть на данный момент во всей франшизе, Cold War, как я уже говорил, разворачивается в период между первым и вторыми Black Ops'ами и рассказывает нам про события Холодной войны, а также войну во Вьетнаме. Игроки в этот раз решили не мелочиться и утопили игру в красном. Они ругают и плохой искусственный интеллект, и мультиплеер, и концовку кампании, и вообще все подряд. От критиков игра получает по 76 и 77 баллов, от игроков же 29 и 37, а как итоговая 42 балла.
Что же, наш победитель Call of Duty 4 Modern Warfare, имеющий 87 баллов. Ну а на последнем месте располагается Call of Duty Cold War с отрывом больше чем в 2 раза, правда в меньшую сторону. Она набрала всего 42. В защиту могу сказать только то, что игре еще даже полугода нет и что оценки могут подрасти. Такой вот получился новый выпуск от худшего к лучшему. Напоминаю, что не стоит всерьез смотреть на данные оценки, ведь франшизе уже почти 20 лет и разными играми занимались разные студии. Infinity Ward подарили нам прекрасные первые игры, но потом, наверное, перестали все-таки справляться с качеством. Возможно, это из-за того, что первые разработчики ушли из студии и основали впоследствии Respawn Entertainment и подарили нам вполне хорошую сюжетку в Titanfall 2. Пиши в комментариях, на что сделать следующий выпуск. Ставь лайк, ну или дизлайк, если тебе не понравилось. Подписывайся на канал и увидимся в следующих видео.